Всех приветствую на канале Меловой. Сегодня я вам покажу разные виды ассорти и миксов. И также, конечно же, в конце похрустим мелом, частично глиной. Также поговорим немножко о глине уральская голубая. Давайте начнем с первого микса. В чем плюсы всех, в принципе, этих видов микса? Они у меня готовились в основном для глиномелов, но сейчас глиномелов большое количество в наличии. И я немножко переборщил с их остатками. Поэтому в чем их плюс? Здесь в каждом виде примерно плюс-минус по 100, наверное, сортов. Потому что эта крошка и ассорти собиралась очень долго. Но в один момент я посмотрел, у меня глиномелов очень много стало. Я думаю, ну, в принципе, хранить ее не для чего больше. Поэтому можно запустить в продажу. Она вся в идеальной просушке. Давайте начнем прям с меловой муки. Попробуем. Она тоже в идеальной просушке. Стакан мне нужен с водой, иначе после такой крошечки, вай, что будет. Ну так, поехали. Мука меловая. Просто вот это вкус. Вот весь бы кусковой или пиленый мел так вкус передавал. Знаете, когда у вас, допустим, в мешочке находится кусковой или пиленый, неважно, мел, и снизу же все равно вот это вот прям пыль-пыль остается. Вот у меня раньше были такие боксы свои, и в них у меня мел мог по году храниться. Так вот, все это ассорти примерно тоже таких же, грубо говоря, сроков, то есть ему очень много времени уже. И все в хорошей просушке. Так вот, это все передается настолько, вау, просто меловая пыль. И прям малюсенькие-малюсенькие такие вот кусочки. Ну, если вы вообще его видите. Ну, это вау, какая передача. Просто вкусопередача 10 из 10. Подойдет для разных глиномелов, меловой пасты и так далее. Вот что-то вот в эту серию именно про крошку меловую. Что еще бы про нее хотел сказать? Частично здесь попадаются кусочки глины, но они прям точечные, то есть прям вообще изредка. Перейдем к следующему виду. Следующий вид у нас это мелкое ассорти. То есть, в принципе, это та же самая крошка. Здесь все отделялось с помощью сита. Поэтому посмотрим, насколько крошка по-другому будет передавать этот вкус. То есть, здесь прям чисто вот такие вот мелкие-мелкие кусочки. Но для меня здесь как будто бы уже интереснее. Потому что какой-никакой хруст здесь присутствует. Опять же, для чего я подобную крошку использовал? Я ее добавлял именно в глиномел, чтобы небольшой хруст, но он все-таки там присутствовал. Хотя в любом случае в глиномелах его практически во всех вообще нету. Пасты я особо не делаю, но опять же для паст такая очень хорошо подойдет. Вкусопередача у нее вау. Полностью одинаковый с крошкой. Разница только во внешнем виде, в структуре. То есть здесь вот этой вот пыли, муки ее нету. Именно меловая такая крошечка. Вкус такой немного сливочный. Ну, сортов здесь сколько использовано, это вообще вау. Поэтому это в основном основная ее такая особенность. Поехали к следующему моменту. Следующее у нас вот такое уже среднее ассорти. То есть здесь прям крупные такие кусочки. Вот такие вот еще есть. На каждом отдельно долго зацикливаться я не буду, останавливаться, потому что по факту это все одно и то же с помощью сита просто просеивалось. Все в очистке, все в просушке. Единственное, что бы хотелось еще добавить, допустим, здесь у нас вот крупные кусочки, да, то есть потом с помощью сита отсеивались более-менее крупные, и с самым мелким ситом уже добывалась сама, так сказать, мука. Уральская попалась.
Опять же, разница в том, вкусопередача примерно везде одинаковая, классная. Но разница лишь в кусочках. Собственно говоря, давайте вот так прям покажу. Видите, здесь прям крупные такие кусочки. Ну, из трех этих мне больше всего понравилось, конечно же, это ассорти. Крупная, с хрустом. В этой крошке, насколько я помню, практически вообще не попадаются песочные сорта. Это, думаю, важный момент, потому что при изготовлении в глиномелах в песочных сортах часто попадаются разные ракушки, вкрапления и так далее. То есть это нежелательно все-таки использовать. Поэтому здесь в основном сухие сорта, глиномелы природные и, получается, жирные. Ну, как-то так. Ну, частично еще такие сорта, как, допустим, песчанка, сорт тюменский. Что еще здесь такого может быть из оригинального? Халва, возможно, частично попадается. Но, собственно говоря, как-то так. Следующее ассорти – это мелкий микс. То есть здесь уже примерно 50 на 50 идет с глиной. Он прям очень-очень меленький, тоже в идеальной просушке. Примерно из этого, кстати, микса делался микс шайб и глиномелов, который так и называется микс. По вкусу, в принципе, тоже его и напоминает этот же микс. Вкус, опять же, для меня лично отдается куда-то в Тунгыш-Тараз. Небольшой такой привкус, будто пищи, бумаги, вот что-то из этой серии. Небольшая сливочность, никакого залипания. Хруст, ну, сами понимаете, самый прям минимальный, потому что здесь кусочки, так же, как и в мелком ассорти получается. Очень-очень меленькие. Следующий микс то же самое абсолютно, что и здесь было по сортам, но здесь уже получается кусочки крупные идут, так же, как в меловом ассорти. Кусочек что-то из серии, наверное, Белой горы сейчас попался. А вот это, скорее всего, тюменский. Давайте что-нибудь по глине попробуем. Кимбрийская, скорее всего. Было два варианта. Голубая узбечка. Ну, хотя еще таврида может быть. Нет, скорее всего, кимбрийская была. Да, точно. Ну, такой кусочек глины еще покрупнее. Но здесь уже сочетание идет совершенно другое. То есть, если здесь вкус из-за того, что, вот, грубо говоря, если ты вот столько возьмешь из этой тарелки, то это будет кусочков, я не знаю, 30, если не 50, да, то есть это могут быть вообще все сорта разные, как сорта глин, так сорта мела там попасться. А здесь все-таки крупное такое ассорти, микс точнее, и поэтому вот этот кусочек, допустим, мела, это, допустим, соответственно, кусочек глины. То есть здесь такого сочетания вкусов уже не будет, но тем не менее здесь и глина, и мел примерно в одинаковых пропорциях идут. В общем, как-то так, что по вкусопередаче мне больше всего понравилось. Здесь, конечно, по хрусту круче, но по вкусопередаче вот этот побеждает, и получается крупное ассорти, которое было меловое. Теперь давайте, думаю, похрустим. Это все в товары добавится. Также на просушке сейчас находятся глиномелы. Вот почему, опять же, сказал, что их сейчас много в наличии. Вот сейчас сделал еще один новый глиномел. Это получается, какой состав у него. Также в виде шайб и квадратов находится в наличии. Обзор по нему еще не делал, чуть позже будет. Он сейчас подсыхает. Там, получается, идет 30, ну, в пропорциях 33, 33, 33. Сейчас объясню, что это значит. 33% в них входит в равном количестве глина, корешок и дымка, 33% уральской и 33% мела. То есть, ну, получается по факту 4 глины, точнее 4 вида,
Это у нас мел, уральская глина и глина-корешок с дымкой. По вкусу пока что не знаю, что там получилось, но надеюсь, что-то вкусненькое. Почему опять же именно корешок и дымку добавил? Потому что сами по себе они по структуре должны прям хороший хруст давать. Вот даже если я, да даже вот такое крупное ты добавишь ассорти именно в глиномелы, там как такового хруста не будет. А вот эта глина, она как стеклянная такая идет. И после замачивания и в принципе смешивания этого состава, она должна немножко размягчиться, что будет давать прям хороший хруст. Так, давайте начнем с уральской. Уральская по факту, вот сейчас у меня есть в ассортименте это желтая и титан, но сейчас вот не у всех она продавцов есть, уральская голубая. Потому что, я так полагаю, каким-то моментом шел именно пласт голубой уральской и выделили новый сорт голубая уральская. Но по факту вообще все поставки уральской желтой приходят с небольшими, да, прожилками голубой глины. Иногда этих прожилок чуть больше, иногда чуть меньше. В основном это, конечно, желтый цвет. Но, допустим, мне кусочек попался. Здесь мало того, что в целом видны прям четкие такие голубые прослойки, так еще вам скажу, что это весь кусок полностью голубого цвета. То есть он не желтый. Давайте вот его попробуем. Я, в принципе, наизусть помню, как у нас выглядит. Ну, вот так можно сделать. Ну, вот видите, да, насколько они просто разные по цвету. Если поближе показать, вот. То есть этот прям голубой, этот желтый. Желтый у нас как-то так откусывается. Ну, по вкусу стандартная уралка. Теперь голубой. Ничего себе просох. Ну, слушайте. Не то чтобы по структуре, но он даже по вкусу приближенный к уральской титан. Опять же, уральская титан у нас идет как стандартно желтая в плане цвета, что, но опять же, она может быть желтой, красной, голубоватой. Все слои могут в ней попасться, но суть в том, что по структуре она всегда приходит мега плотная и довольно, ну, потяжелее откусывается, чем стандартная уральская. То есть, то ли здесь я откусила, он, кстати, в просушке в хорошей. Довольно легко. Кусочек маленький. Но я выбрал прям самый голубой, такой насыщенно темноватый кусочек. То есть больше таких нету вообще. Из 60 килограммов один такой кусок попался. Но он очень твердый. Структура такая более стеклянная, но что-то между уральской титан и желтой. Вот по вкусу он ближе к уральской титан идет. Вот, кстати, такой же кусок. Два было, получается, обманул. Но они очень разные. Даже вот в этом кусочке виднеются прожилки голубоватого оттенка. Такое чувство, будто вот, допустим, вот это стандартное желтое. Этот будто уже в глиномел начал превращаться в плане того, даже не в глиномел, а в окаменелость. То есть такое чувство, будто вот еще чуть-чуть, и он бы вообще камнем практически стал. Вот что-то из этой серии. Ну ладно. Давайте похрустим вот таким вот бруском собственного производства. Сейчас узнаем, какой сорт. Офигеть. Чтобы вы понимали, к этой тарелке я не перетрагивался с предыдущего такого объемного ролика.
Здесь такая просушка, особенно у этого кусочка. Этот кусочек был сначала вообще глыбой, которая в принципе уже около месяца сохла. После чего я ее начал раскалывать, и получился, собственно, такой брусок, который дальше уже в этой тарелке досыхал. Давайте похрустим мелом тюменским. Тюменский именно вот в этом вот обличии, в этой тарелке находится месяца 3. Я все хочу АСМР с ним заснять, все не получалось. Давайте им похрустим прям так. Сейчас, кстати, посмотрим, изменился он как-то по вкусу или нет. Ну вот у многих, опять же, это все от хранения зависит. Мел со временем, если его прям долго хранить, как многие пишут, приобретает горчинку. Но я вам скажу на личном опыте, у меня сортов 50 разных, расфасованных там по коробочкам, даже ролик есть на канале, если вниз спуститесь туда подальше, увидите его. Я прям пробую, сравниваю там разные сорта. На просушке находились полгода, год, некоторые по 1,5, по 2, то есть там не появилось горчинки. Вот один сорт частенько такой приходил, это либо Чураева, ну точно не Честер, по-моему Чураева, да. Вот он один частенько приходил с горчинкой с такой. Но в целом от хранения и от их длительности у меня сорта не горчили. Но опять же, кому-то, видимо, не повезло. Как обычно, мега известковый вкус, горчинки никакой здесь нету. По звуку, кстати, он как откусывается, так и вот по этому звуку, я думаю, сейчас будет слышно звон. И сравним его, допустим, со звоном Белой горы. Сравним звон, допустим, уральской желтой и этой. Давайте начнем с тюменского. То есть здесь прям такой очень хороший звон. И по отхрустыванию, по откусыванию, он прям чувствуется. Вот этот кусок, даже когда в руке держишь, он мега мягкий ощущается. Но это, скорее всего, Белая гора и есть сорт. И здесь такого звона не должно быть. Прям разница ощутима. И теперь, допустим, по-моему, это глиномел красавчик, либо Эллен. Ну, слушайте, тоже такой приличный звук. Хотя, если с этим сравнить, конечно, такое себе. Теперь давайте уральская желтая. Ну, прям вообще будто бы не то, да? Теперь уральская голубая. Ну, кстати, слушайте, нет. То есть по структуре они примерно все равно похожи. И давайте сравним теперь этот же звук, звон, гул на уральской титан. Титан. А, нет, ну, видимо, уральская вся такая. Ну-ка. Допустим. Угу. Короче, когда бьешь по желтой, такое чувство, будто ты по мягкому почему-то бьешь. Здесь... О, офигеть, почти вообще в 1-1. Но этот будто бы сам по себе чуть потяжелее. И здесь звон чуть побольше. Но опять же, смотря как вам еще передалось. Что мы сделаем дальше с вами? Давайте я похрущу, пожалуй. И вот этого я прям вообще желаю уже сделать. Этот, блин, кусок тоже для СМР хранил, до СМР не дошло. А без роликов я стараюсь сейчас мел не глотать, а на роликах немножко себе того позволяю. В общем, в идеальнейшей просушке.
Такое чувство, будто его сахаром посыпали, потому что он прям хорошо так сластинкой отдает. Сейчас, кстати, сорт сластинка, последние поставки, ну его просто нету уже, потому что отбирается из сортов, которые именно со сластинкой приходят. Ну их отобрать довольно сложно. Такая сливочность, хруст. Про него я могу прям сказать сочный кусок. В серединке, представляете, сластинка исчезла. И появился очень такой сочный побелочный привкус. Может, снаружи как-то до конца он не так досох, но он в идеальной просушке полностью. Ну, он за месяц не мог просто, за месяц, за два, если не три вообще, на солнышке он не мог не просохнуть идеально. Да, серединка идет прям вкуса побелочного. Вкуснятина. Вот что тут говорить о каких-либо в целом сортах, если вот даже в одном таком маленьком кусочке где-то вот сластинка чувствуется, где-то побелочный вкус. Потому что, ну, бывает все равно, клиенты так или иначе каждый месяц новые появляются. И вот, допустим, из последнего, кто что-то подобное писал, ну, я, честно, сам удивился вот этому сообщению. Девушка написала, что уральская глина у нее, уральская у меня только-только поступила, она еще даже влажноватая. Человек приобрел, и написали, что она была с солинкой. Я прям офигел, думаю, как так вообще с солинкой уральской, такое вообще впервые. Ну, есть продавцы, которые продают уральские чипсы, но, опять же, там солинка добавляется человеческим фактором, то есть солью. Ну, опять же, желательно не обычную соль в таких случаях использовать, а что-нибудь по типу морской. Так вот, я прям удивился, пошел попробовал. Ну, кусочка 3, наверное, я попробовал. Я этой солинки не почувствовал. Потому, ну, опять же, в тот момент поступило не так много уральской. Ее практически за 2 дня полностью разобрали. У меня вот в мешочке там осталось немного. Я попробовал, солинки не было. Но, опять же, местами, видимо, пласты даже в уральской могут такие попасться. Кстати, на следующем ролике я решил все-таки запустить тоже в продажу уральские чипсы соленые. И, получается, будет микс шайбы глиномелы. Посмотрим, что из этого получится. Уральская сейчас тоже на просушке вот у меня находится. В целом я соленое такое не особо люблю, но опять же, у кого есть сочетание вкуса в плане того, что ему нравится, допустим, с солинкой глины, такие как голубая узбечка, и в принципе нравится уральская, я думаю, таким прям людям зайдет. Песчанка еще из... Сложно вообще сказать, из какой поставки, потому что эта меловая тарелка еще и в следующем, позаследующем, еще неизвестно в каком ролике будет с этими же сортами. Кстати, ролик снимал, какой там был, по-моему, мелмай. У меня еще килограмма 3, чтобы вы понимали, осталось с того ролика. Если я эту тарелку, он сколько доедаю, ну, ее в основном использую на именно роликах. Потому что тут все-таки у меня разные ассорти. А там один сорт, это не так интересно. Ну, мелкая песчанка в такой просушке тоже больше уже отдает не травянистым, кислотненьким таким привкусом,
а именно известковым. Ну, так или иначе, это все мел, и после очень-очень длительной просушки он примерно в один вкус уходит. Единственное, что различается, это в любом случае сливочность, она здесь, кстати, присутствует. Ну и, собственно говоря, сама структура. То есть, конечно, песочный сорт, он более мягкий, рассыпчатый, с небольшими где-то скрипами. В Белой горе уже такого не будет, но все еще он будет напудренный и мягкий. Такие сорта, как Эллин или Красавчик, будут довольно сливочные, твердые по структуре. Ну, про глиномелу что уж тут говорить. Это, наверное, самые такие неординарные сорта в мелу. Не просто так они и называются, в принципе, глиномелы. Он прям вау в такой просушке. Просто раньше я хранил в этих боксах на длительное прям время, а потом кушал и кайфовал. Сейчас я как-то не храню уже так. Поэтому для меня прям кайф вот такие моменты. Ну что, как всегда, для оформления заказов в описании ролика найдете все ссылки. Группа ВК, Инстаграм, Телеграм, Ватсап. Кому где удобнее, там оформляйте заказ. Фух, а я, в принципе, наелся неплохо так. Это мы все. Это я не кушал. Ставьте лайки, жду всех в комментариях.